Нахожусь в старом городе Калеичи. Калеичи переводится внутри крепости. Итак, пообщаемся с туристами, будем брать интервью. Будет весело, ребята. Так что ставьте пальцы вверх, пишите комментарии. Вам это ничего не стоит, а нам будет очень приятно. Итак, поехали. Зимой Анталия живет своей обычной жизнью. Здесь никто никуда не спешит. Море, солнце, тишина. И этого уже достаточно. Старый город Калеичи – это место, где просто приятно идти. Без цели, поворачивать не туда, заходить в переулки и каждый раз находить что-то новое. В такие моменты начинаешь замечать не достопримечательности, а саму жизнь вокруг. Коты, собаки, птицы, люди, теплый свет на старых стенах, тихие разговоры в кафе. Здесь не нужно спешить и не нужно ничего доказывать. Можно просто быть, смотреть по сторонам и идти дальше. Сейчас я хочу передать вам атмосферу этого зимнего декабрьского дня в Анталии, такую, какой она ощущается на самом деле. Какие турецкие слова вы уже знаете? Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. А еще какие? Все? Все. Как понять, что отдых удался? Как понять, что отдых удался? Да. По настроению, наверное. По настроению? Да. Ясно. Ваше сегодня уровень счастья по шкале от 1 до 10? 10 из 10. Десятка, да? Конечно. Здорово. Как вам вообще отдых в декабре в Анталии? Вообще, на самом деле, прекрасно. Когда, допустим, у нас снег, а здесь как будто поздняя осень, и это очень забавно. Да. Какими 3 словами опишите прошедший год? Прошедший или этот, который? Ну, сначала прошедший, а потом этот. 3 словами. Прошедший, так. Сложности. Так. Изучение чего-то нового и жизненный опыт. Спасибо. А будущий год? Полон возможностей, положительных эмоций и новых ощущений. Очень позитивный прогноз. Здорово. Что такое любовь, как вы думаете? Наверное, это чувство неописуемое, его невозможно описать. Ну да, это чувство или качество, да? Ну, качество эмоций и Да. сопровождающие. Да. К кому-то или к чему-то, да? Да. Много песен спето, много стихов написано на эту тему. И никто так и не точно не объяснил. Когда последний раз смеялись от души, прям вот так замечательно? Позавчера, наверное. Позавчера, и что вас так развеселило? Люди, эмоции, танцы. Любите читать? Да. Что читаете? Туда. Я сейчас читаю книгу «Иди туда, где страшно». О, спасибо. Что пожелаете людям, которые первый раз приедут в Анталию, может быть, сейчас, в декабре? Что им посоветуете? Я посоветую всем не бояться и просто действовать, приехать в путешествие и отдохнуть. Спасибо. Можете описать прошлый год, 2025, 3 словами? Как бы вы описали? Сложно, интересно, классно. Интересно, а вы? Неожиданно, смело, свободно. Спасибо. А будущий год, может быть, приходит что-то на ум? Уже тоже 3 словами? Будущий год, пусть будет год новых открытий. Да. Я согласна. Здорово, молодцы. Как понять, что отдых удался? Когда каждый день с радостью просыпаешься на отдыхе, каждый день с радостью засыпаешь, и потом еще долго-долго вспоминаешь Да, здорово. о прошедшем. Мое мнение такое же. Кто-то говорит, по фотогалерее можно посмотреть, да? Ну здорово, молодцы. Видно, что у вас хорошее настроение, улыбаетесь. А вот интересно, какие турецкие слова вы уже выучили? О, мое любимое «Мемнун олдум». Это ответ на слово «гюрюшурус».
На А. Хошгальдинце. Приятное знакомство, да? Мне приятно означает. Хошгальдинец, точно. В общем, я все путаю. Да. В общем, Хошгальдинис — это добро пожаловать. Мемнун Олдум, да, и Это все. Мемнум Олдум — это мне приятно, значит, Да. означает. Да-да-да. А вы? Я много слов знаю, я даже не знаю, какое сказать. Могу сказать предложение целое. Ну, давайте. Мармара Денис Де Балык Йог. Это мое любимое. Это что означает? Это значит, в Мраморном море рыбы нет. Ничего себе. Да. Видите, мы Потому что мы там рыбу не увидели, но рыбаки откуда-то ее берут там. видим. Встретили знатока турецкого языка, очень приятно. Когда последний раз от души А смеялись? еще, подождите, она вчера на рынке сказала «Туркиш бельмиорум», Турчи Бельмеру. «Турчи Ага. бельмиорум», вот, и решили, что она мой переводчик. Здорово. Когда последний раз от души смеялись? Вчера. Вчера. Да. Что это было? Может быть, расскажете? Мы думали, как учить турецкий язык качественно, и решили, что нужно смотреть сериалы на турецком. А потом решили, что нужно что-то очень понятное, и, например, сказку «Курочка Ряба» смотреть на турецком языке, и думали, как бы назвали бабушку. Что самое смелое вы когда-либо делали? Я очень боюсь высоты, вот я на какой-то безумной штуке прокатилась, вот Да. на столбе, на какой-то, В даже не Сочи знаю, как он парке. называется. На жар птицы вот так Это- вот мы катались. Это для меня это очень страшно. Да. Я Ну и тоже. много других смелых внутренне, ну это уже так. Любите лично. читать? Да. Что, Нет. что читаете? А, Что сейчас читаю? Книга «Тебе пора ошибаться». О, интересно. Посмотрим, почитаем. Чему хотели бы научиться в жизни? Разговаривать на турецком. Танцевать круто. Здорово. Ну я тоже. Я тоже так хочу. Да. За что прямо сейчас можно вас похвалить? Или, может быть, есть какой-то талант, который можете прямо сейчас удивить? Какой-то стих, какая-то песня, какой-то танец, что угодно. Ну, стихов много, я даже выбирать не буду. Вы устанете слушать. Здорово. Слушайте, нас можно похвалить за то, что мы смелые, открытые, легкие. Ну вот я смелая, открытая, легкая, на подъем. И очень Я бы вас оптимистичная. похвалил, что у вас очень хорошие отношения. Видно, что вы с друг другом как подруги, доверяете друг другу. Молодцы. Спасибо. Ну и последний вопрос. Ваше счастье сегодня по шкале от 1 до 10? Но у меня сегодня 9. Не Девяточка. хватает нашего папы. Было бы 10. Ну, всё, Ну я также 9. Привет папе, всего хорошего Привет, дня. папе. Привет. Пока-пока. Иногда, чтобы почувствовать жизнь, достаточно просто замедлиться. И прогулка по Анталии очень хорошо в этом помогает. Поэтому, друзья, если вы приезжаете в Анталию зимой, просто наслаждайтесь этой красотой. И где бы вы ни жили, не забывайте иногда выбирать минуты тишины. Никуда не спешить, отдыхать и просто наслаждаться моментом. Ice cream, ice cream, ice cream, hello. Hello. Söylüyorlar. Aha! Ayhan Bey, 5 kilo alabilir miyim? Var. I will show you. Bekle sen, bekle.
Друзья, всем спасибо, кто посмотрел видео до конца, поставил палец вверх. Всем добра, здоровья, положительных эмоций. До нового видео. Пока-пока. Dan kemahat berkilat, yakin apartemen bawah